Овен, декабрь 2025. Энергия месяца. Паж мечей. И вот еще дополнительную карту. Колесо фортуны. Декабрь для овнов — это как резкий порыв зимнего ветра, который неожиданно распахивает дверь и приносит новости. Паж мечей — это быстрая мысль, искра, идея какая-то, внезапная информация, да? А колесо фортуны подсказывает, что эти новости — это не случайность. Это поворот дороги, да, который вы не ждали, на который может вывести на совершенно вообще новый маршрут. В этот месяц важно быть быстрее обстоятельств, то есть реактивность, гибкость и готовность мыслить иначе станут вашим главным преимуществом. Судьба щелкает переключателем, и от вашей скорости зависит, успеете ли вы поймать момент. Будьте начеку, дорогие овны. Суббота. Давайте посмотрим, что у нас с работой для овнов. Да слишком много на себя взяли, да? Если ноябрь, так сказать, разогнал вас, то декабрь показывает усталость этой гонки, да? 10 посохов — это когда вы несете все и сразу. Задачи, обязательства, которые прямо вас грузят, да? Какие-то обещания, которые вы кому-то дали, чужие проблемы, срочные дела. И в связке я смотрю паж мечей и десятка посохов. Информация, которую вы получаете в начале месяца, да, может разгрузиться, но сначала придется признать именно то, что вы перегружены. И это не провал, это просто момент честности с собой. Постарайтесь делегировать, да? Сокращайте список, отказывайтесь от лишнего. Колесо фортуны уже разворачивает дорогу, и вы не сопротивляетесь. Вы, наоборот, освободите руки, чтобы ухватить вот этот шанс. Давайте посмотрим, что у нас там финансы, да? Финансы. Сила. Угу. Деньги в декабре, они сами не придут. Ими только вы и управляете. То есть сила — это совсем не про удачу. Это про дисциплину больше. То есть должны быть грамотные решения, какие-то ясные, себе поставьте приоритеты, да. Должна быть уверенность в собственных возможностях. Здесь сила говорит, вы хозяин положения. Но важно не давить обстоятельства, а мягко, уверенно управлять. Отношения. Шестерка мечей. В личной жизни это переход, да. Это очищение, успокоение. То есть вы куда-то откуда-то бежите для того, чтобы найти какой-то тихий уголок и немножко отдохнуть. То есть шестерка мечей — это как бы плыть от берега. Еще видно прошлое, но вы уже движетесь туда, где будет легче дышать. Вы сами об этом знаете. Но переход не означает потери, да? А это означает, что путь просто к другому берегу, который вы считаете более правильным. И незапланированное событие в декабре. Иерофант. Декабрь приносит не просто события, а какую-то структуру в вашу жизнь. Вам придется оформлять какие-то документы, я не знаю, возможно, это будет даже официальный разговор, может быть, все сразу, или встреча с каким-то человеком, который знает правила, да, правила игры. Может, это юрист, может, это в сфере церемонии, то есть иерофант — это у нас, в принципе, здесь поп, да, вот, и он делает все правильно, то есть здесь говорится, что сделать правильно, но также тут перекликается с системой, то есть какая-то работа, учеба или проект, сотрудничество, я не знаю. Иерофант — это тоже также можно трактовать как наставник, то есть человек, который знает, как нужно делать правильно и которому вы должны следовать. Если смотреть с учетом колесо фортуны, то это может быть какой-то судьбоносный поворот, возможность, которую вы не планировали, да, но которая определяет направление следующего года, следующего пути. Давайте посмотрим предостережение. Что у нас предостережение? Так, предостережение. Звезда. Звезда нам здесь говорит, мечтайте, но далеко не улетайте, да, то есть очень важно не прямо там зафантазироваться и опустить руки, да, то есть колесо фортуны, опять-таки, приносит шанс, паж мечей, идеи, но реальность требует действий. То есть не стройте воздушные замки, пока фундамент еще не заложили. То есть визуализация, да, но не допускайте каких-то иллюзий. И также будьте осторожны с мошенниками, потому что при этом раскладе вполне тоже вероятно, как кто-то пытается вас обмануть, забрав ваши деньги. И смотрим совет, последний расклад для овнов на декабрь. Императрица. Шикарная карта. Совет такой. Императрица — это ваш вечный источник силы в декабре. Живите в заботе о себе. Это главная энергия должна быть у вас. В комфорте, да, в ресурсном состоянии. То есть высыпаетесь, кушаете здоровую пищу. В креативности, то есть в том направлении, да, куда вы хотите прийти, двигайтесь в том направлении. В удовольствиях, да, чтобы восстановить свой организм. Пока внешние события делают резкие повороты, да, ваша задача создать пространство, где вам хорошо. Тогда любые перемены будут восприниматься не как стресс, а как рост, даже если будет тяжело. Итоговое настроение месяца на декабрь. Информация меняет судьбу, да, по этому шагу. То есть вы сами становитесь автором своих решений. Сочетание паж
И колесо фортуны — это вообще редкая сцепка. То есть внезапные возможности приходят к тем, кто готов мыслить свежо и действовать быстро. Да, придется разгрузить себя и выйти из иллюзий, но наградой это будет ясность, зрелость и новая дорога, которая открывается перед овнами уже вот на пороге 2026 года. Здоровья вам, удачи, любви и успехов во всех ваших начинаниях.